Всем привет! С вами Ольга Старшая, и сегодня я начинаю свой новый творческий проект. Это будет серия видео, я не знаю, сколько их получится, но как минимум 2-3 это точно, возможно больше. Постараюсь разбивать на какие-то логические части, но я иногда так увлекаюсь, что меня уже не остановить. Давайте посмотрим, что я решила сделать. Мне нравятся вот такие вот костюмы, и мне бы хотелось такие костюмы делать. Мне интересно было бы поработать где-нибудь, не знаю, в каком-нибудь проекте, где подобное делается. И я решила сделать такой костюм для своего портфолио, а заодно и снять это видео на канал. Я хочу еще сказать одну вещь. Смотрите, мои видео в первую очередь нацелены на то, чтобы продемонстрировать навыки моей работы моим потенциальным заказчикам, если они захотят меня где-то оценить, как я работаю. Во вторую очередь, если это будет кому-то полезно в плане там обучения, это тоже будет приемлемо. Но я не стремлюсь делать специально обучающие видео. Здесь я просто делюсь опытом своей работы. Я планирую сделать обучающие видео для новичков. Это будут видео по программе Style 3D. У меня уже есть для этого плейлист. Можете там на канале посмотреть. Но вот в таких видео, в творческих, у меня не стоит в первую очередь задача кого-то научить так же делать. Поэтому, если вы новичок и хотите обучаться, то, скорее всего, вам это видео не подойдет. Но если вы новичок, которому просто интересно понаблюдать за процессом работы, то добро пожаловать. Ну что ж, вот такой концепт у нас имеется. Мне очень нравится вот этот вот, даже не знаю, как это назвать, что это, плащ, пиджак, как это все устроено, мне не совсем понятно. Но очень интригующе. Здесь можно интерпретировать это по-разному, как будто бы это юбка, а сверху какой-то пиджак. Либо это какой-то плащ с такими тканями, а под низом, например, под ним одевается что-то подобное. Ну, я точно хочу вот эту часть реализовать, а то, что я сделаю снизу, даже не знаю. Наверное, это будет просто какая-то маечка, ну, что-то вроде вот этой, да, и какие-то штаны наподобие этих же, из этого же концепта. Да, здесь еще ничего не понятно по цветам. Цвета я буду еще подбирать. Возможно, это будет темное, возможно, это будет светлое. Пока ничего не понятно. Ну, но очень интересно. Вот. Итак, поехали. Начнем с базы, маечка и штаны. Я выбрала себе вот такого аватара. Аватаров здесь масса в Style 3D, их можно настроить, как вам нравится. Но мне нравится этот. Начнем с маечки. Так, я буду периодически возвращаться. Маечка с рукавами. И я вот не знаю, нужны ли мне рукава, например. Потому что они будут не видны. По сути, я могу просто обойтись маечкой с широким этим горлом и без рукавов. Так, ну, как всегда, начинаем с прямоугольника. Так, для начала мои любимые числа. Всегда ровные. Ничего нового. Так, маечка у нас должна быть Alt-Y. Даже не знаю, делать ли ее с сшиванием и нужно ли, потому что вот этот шов, кстати, вот эти швы, они не видны будут под вот этим плащом. Возможно, я просто сделаю маечку без каких-либо приукрас, потому что она нам нужна просто для того, чтобы прикрыть девушке грудь. Окей.
Так. Расставляем точки. 8. Здесь, поскольку это будет обтягиваться, я, наверное, тоже сделаю 8. Так. Это мы опускаем где-то на 20. И делаем вот такую вещь. Так, что еще? Давайте это тоже опустим где-то на 2. Так, это мы опускаем, ну, достаточно глубоко. Ну, это такое с большего все. Это у нас задняя часть. Я настрою это попозже. Сейчас мне нужно просто приблизительные размеры. Это нужно поднять сантиметра на 2. Угу. Сшиваем. Так, надо ткань какую-то сразу ей придумать. Что-то вязаное. Swimming clothes. Интересно. Это купальный костюм, типа. Ткань для купального костюма. Так. Угу. Ну, в общем, неплохо. Давайте я сделаю сразу на 5. Она достаточно упругая. Прекрасно. Дальше. Попробуем сделать следующее. У нас маечка должна быть в обтяг. Поэтому делаем... Так, это варп. Нет, нам нужно по вефту 80. А здесь, ну вот. Оп. Так, утягиваем маечку по ширине. Утянули. Сверяемся. Она у нас должна быть широкая, с широким горлом. Значит, пробуем ее растащить где-то на 3 сантиметра. Посмотрим, что это даст. Так. И поскольку я ее буду все время утягивать... Так, поскольку у нас майка утягивается, нам придется подкорректировать вот это вот дело. Еще у нас сопряжение здесь не очень классное. Будет... Так. Возможно, ее нужно будет еще утянуть и по высоте. Так, раз она у нас утягивается, давайте сделаем так. Q and 10. Так. Q and 10. И, по-моему, этого недостаточно.
Ладно, хорошо. Так, уже лучше. Но. Нам нужно пошире сделать горловину. И если я ее сделаю пошире, то я не уверена, что будет все окей. Так, я хочу от старта. Угу. Интересно. Но это уже слишком. Ладно. Давайте сделаем 10. Угу. Угу. Все, в целом меня это устраивает. Теперь мне нужно настроить сопряжение. Для этого мы переворачиваем Rotate Parallel to. Давайте так попробуем. Нет, так не получится. Надо сначала повернуть. Так. Отлично. Пристыковываем. Ну, тут сопряжение, кстати, неплохое. А вот тут такое себе. Так. У нас еще и здесь неправильно. Ладно, с этим я позже разберусь. Так, а здесь... Пам-пам-пам-пам. Думаю, что надо это ниже сделать. Да. А это шире. Да. А вот пройму эту надо сделать поменьше. Потому что она нам не нужна прям такая. Давайте сделаем 20. Это много. 18. И здесь тоже. Так. Сшиваем много. Ну, давайте сделаем 17. 17 должно быть в самый раз. Ну, практически, да. Единственное, что мне хочется еще раз утянуть, это до 70. Мне не нравится вот эта пройма. Я хочу это сделать как-нибудь вот так. Теперь нравится. Так, сопряжение здесь нормальное. Здесь мне не очень нравится. Хотя сейчас это уже клювик. Так. В принципе, сзади неплохо. Спереди, ну, такое себе. Ну, мне подойдет. Так, давайте еще попробуем утянуть.
до 65. Нет, не будем. Так, скин офсет. Так, скин офсет до 0,5. Хорошо. В целом окей. Майка меня уже устраивает. Поворачиваем. Единственное, может быть, можно попробовать все-таки ужать эту майку в плане ширины. Так, X. Давайте, например, сделаем так. На 1 сантиметр. И это на 1 сантиметр. Так. 100. 100. Так, сейчас сначала пусть она ляжет как следует. Мы ее расположим в усиленном варианте. Так. А потом сделаем эластичность, утягивание. Так. Делаем утягивание. А высота меня устраивает или нет? Давайте-ка я на всякий случай еще добавлю 5 сантиметров. Потом, если что, я убрать это проще. Угу. Так, сначала утягиваем до 80. Потом до 70. Так, еще мне кажется, что вот этот вот вырез. Давайте-ка я верну все назад. Должен быть еще глубже. Где-то сантиметра на 3. Угу. Так. 80. Ключица. Так, мне нужно, чтобы она прям четенько лежала. И была соответствующей. Так, нам прям грудь показывать не нужно, но нам нужно сделать вырез хороший. Так, в плане... Угу. Ну, в целом оно расположилось как надо. Окей, теперь здесь утянем немножечко. Теперь вот же оно. Так, давайте ослабим. Так. Окей. В целом... Окей, ладно, оно сзади видно особо-то не будет. Так. Теперь эту.
Так, вроде бы легло. Так, теперь утягиваем до 70. И в принципе меня устраивает. Теперь меня не устраивает вот эта часть. Ее хочется стащить чуть-чуть ниже. Под мышками. Ладно, даже если она, ну, типа, такая, задрана тут, то пофигу. Вообще. И такое мне нравится тоже. Так, что у нас тут по ткани? Это у нас, кстати, я ее так и не назначила. Вот, молодец. Так, по-моему, 70 нам не хватает. Ну-ка еще раз. 100. 100. И как бы нам это расположить тут аккуратненько? Нам сначала лучше ужать по этой части. Возможно, до 6. Ой. До 70. Так, все, тут ужали. Так, тут расположили. Потом здесь до 90. И в принципе надо останавливаться, а то это можно тут еще лет 200 этим заниматься. Так, мне не нравится вот это. Значит, нам не хватает, да? 65 хватило. Угу. Что мы еще сюда можем сделать? У нас есть такой классный инструмент. Давайте сделаем. Так, теперь я хочу, чтобы это был плоский пайпинг. И я хочу, чтобы он был где-то сантиметр. Вот такая у нас штучка появилась. Угу. Так, дальше. Еще один такой же пайпинг нам нужно сделать. Здесь. Так, 1 сантиметр. И так. Ага. Так, фабрик 1. Что-то мне подсказывает, что из-за ужимания по высоте у нас этот пайпинг может не очень хорошо тут располагаться. А еще из-за скин офсета. Ладно. А где скин офсет? Пусть будет 1.
Ладно, этого все равно видно не будет. Это буду знать только я. Хорошо. Пайпинг. Ну и вы тоже. Потому что вы будете смотреть это видео. Но я думаю, что вы никому не скажете. Так, Flattern 1. Все. Здесь, окей. Мы сделали типа окантовочку. Теперь надо натянуть хорошенечко эту маечку. Какие же у девушки ключицы это заметные. Дальше. Я хочу, чтобы у меня вот здесь и вот здесь был утолщенный край на 10 миллиметров. Что мне это дает? Да, боже ж ты мой. Значит, смотрите. У меня появляется здесь такая... Блин, даже не видно же нифига, да? Потому что у меня толщина ткани не показана. О, вот. Значит, вот что у меня появляется. Как будто бы у меня здесь есть подворот. Мне не надо этот подворот делать. Я могу его просто вот сделать этой галочкой. Так. Что у меня тут на бэке не надо? Ну-ка посмотрим, что у меня есть. Тип. Rolled. Thin. Что это значит? TX. No. Rolled them. Смотрим. Binding tape. Так. Знаете что? Нам, кстати, не обязательно было делать пайпинг в таком случае. Мы могли сделать его просто этой настройкой. И все. И он прекрасен. Так, что еще есть? None. Default. Back none. Так. Слушайте, вообще шикарно. Ой, а что у меня тут случилось с этой майкой? А тут что случилось? Так. Все, в принципе, меня это устраивает. Маечка, можно сказать, готова. Так, хотя... Ну, пусть будет этот отдельным элементом. Он идет отдельной полоской тогда на UV. Давайте покажу. Так, UV. Ой, боже, куда я переключилась? Так, Tools, UV Editor. Смотрите, видите? Вот эти пайпинги идут потом отдельными полосками. И их можно потом красить. Прекрасно. Поэтому... А что у меня тут еще случилось? Короче, тут какие-то артефакты. Ну, бог с ним. Так. Меня это устраивает. А вот здесь вот мне отдельных полосок не надо, потому что это просто подворот. Поэтому пусть будет пайпинг. Так, это мы можем заморозить. Так, что-то я не поняла. Заморозили. Угу. Все, переходим к штанам. Возможно, нам маечку нужно будет сделать покороче, потому что... Ну, в общем,
Наверное, ее и придется сделать покороче. Давайте я ее верну на 3 сантиметра вверх. И здесь. Ну да. Все, окей. Маечку замораживаем. Отлаживаем. Это куда-то подальше, чтобы она нам не мешала. Можно сгруппировать, чтобы можно было двигать это все вместе. И переходим к штанам. Штаны какие-то самые обыкновенные шаровары. Причем, в общем, ничего особенного. Только здесь есть вариант с коротким манжетом и вариант с длинным манжетом. Я, наверное, сделаю вариант с длинным манжетом. И еще штаны эти, скорее всего, должны быть не прям на самой талии. Тут еще даже карманы какие-то есть. Но я не буду делать карманы, их все равно видно не будет. Так, начинаем с пояса. Примерно делаю сантиметра 3, наверное, хватит. Так, сколько у нас тут? 17. Значит, на обхват нам нужно будет 200%. И это у нас дефолт фабрик. Alt-Y. А вообще для пояса я бы сделала такую ткань. Дайте-ка я... Да что ж такое? Так, я ее так назову. Так. Угу. Так, чтобы у нас пояс сильно не летал, настроим офсет. Угу. Я думаю, что даже... Оп. Так. Пояс высоко. Значит, нужно пошире. Ну, давайте еще 3. 6. Пусть будет 6. Так, офсет. Если покрутить офсет, то пояс станет в точку, в которой вы ее располагали. И отлично. Мне нравится. Мне нравится место расположения. Но я не знаю, съедет он или нет. Знаете, что мы сделаем? Чтобы у нас ничего никуда не уехало, мы сейчас сделаем одну хитрость. Так, я скрою пока это. У нас есть тут такая штука. Я даже не знаю, как это прочитать. Циркумференц тейп. Так, циркумференц тейп. Тыкаем ее и делаем следующее. Ставим примерно точку здесь. Примерно точку здесь. И сзади примерно точку здесь, посередине. Так. Дальше что мы делаем? Мы берем, нажимаем, показываем все паттерны, какие есть. О, мне не нравится. Ладно. Давайте-ка я это удалю и переделаю. Так. Будем ориентироваться по
по нашему поясу. Так, точка здесь. Точка здесь. И точка здесь. Ну, оно типа по сечению сделало. А не так, как бы мне хотелось. Ну ладно, пусть так. В общем, смысл вот в чем. Нажимаем Attach to Avatar Tape и пришиваем это сюда и это сюда. Оп. И наша ленточка вот эта вот расположилась на аватаре. И как бы мы ее не дергали, как бы мы ее не двигали, как бы сейчас симуляция не происходила, она никуда просто не денется. И наш пояс останется на месте. Теперь мы можем благополучно это ужать. Так. Давайте сделаем 74. Оп. Все, пояс натянулся. Прям жестко. Отлично. Теперь давайте сделаем 5. Квадровая сетка. Не забываем, чтобы было гладенько. Вот, даже если я его перенесу, он раз и назад встал. Супер. Шаровары. Шаровары — это штука довольно простая. Но начнем мы не с самих штанин, а вот с этого места, с манжетов. Так, значит, манжеты у нас располагаются как бы под коленями. Не на самом колене. Под коленями где-то здесь на лодыжке. И чуть выше щиколотки. Угу. Ладно, ориентируемся. Где-то так. Так. Ну пусть будет 17. Потом, если что, сделаем побольше. Хотя пусть будет 19. Так, дальше. Здесь пусть будет 22. Кинем сюда вот эту ткань. Ctrl-H. Ой. Дальше располагаем офсет поближе. Я бы оттащила и еще раз офсет. Так. Это проблема. Shift-F. Ну, примерно так. Очень маленький. Давайте сделаем 25. Нам же еще потом ужимать это надо. А все там чуть-чуть подвигаем. Ой, тоже маленькая. Если посмотрим на стресс-тесте, прям капец. Так, и еще. Сразу на 5, потому что это маленькая деталь. И сразу квадровая сетка. Так. Ну пусть будет 28. Угу. Что-то совсем все плохо, но нам уже больше и не надо, потому что мы все равно будем утягивать ее. Ну хотя, ладно, давайте до 30 сделаем. Ага. В целом, окей. Сейчас еще будет утяжка. Так, значит, возможно, нам нужно будет сделать подлиннее. Хотя, какой у нас тут? Пусть будет 20. Хорошо. Давайте я сразу сделаю дубликат. Так.
И мы эти штуки будем сжимать. Так. По вефту. Вефт это ширина. Пусть будет 80. 80 мало. Пусть будет 70. Ну, такое. 70 тоже мало. Давайте, чтобы у нас сделаем так. 70 даже, наверное, не мало. Просто нам не нужно было делать их ровненькими. Пусть здесь будет 25, например. Так. Или 22. Хорошо. В принципе, меня устраивает. Единственное, что, возможно, их все-таки нужно сделать пониже. Еще сантиметра на 3. Ну, потом посмотрим. Так, это мы можем подморозить, чтобы оно никуда не делось. И приступаем. Кстати, тут все можно заморозить уже. И приступаем к шитью наших шаровар. Так. Угу. Как бы нам шаровар-то сделать? Стартуем отсюда до сюда примерно. Угу. Так, здесь вроде бы по-нормальному они пошиты, ничего тут такого не выдумано. Поэтому будем шить тоже. Давайте сделаем 50. А здесь, ну, пусть будет 75. Так. Нет, так у нас сборки особо и не будет. А тут еще какие-то складки сделаны. Господи. Не, я не буду делать складки, ребята. Это в данном случае это не очень мне интересно. Так, может быть, надо сделать и больше. Где-то 70. Так, у нас будет это пришиваться. Так, где у нас пояс находится? Пояс у нас находится где-то вот в этом районе. У нас это будет пришиваться прям к самому верху. Это значит, что вот эта точка должна быть где-то на 20. Так. Отлично. А вот это мы отъедем где-то на 8. Так, X. Alt-L. И Alt-B. Так, ребят, вот эти клавиши, которые я нажимаю для выравнивания, я их сама настраивала. Поэтому, если хотите узнать, как это делается, просто напишите мне, я сниму для этого видео специально. Так, 5. Квадровая сетка. Нет, давайте, наверное... фиг с ним. Нет, пусть будет 10, а то... Так, это у нас перед, да? Это я не сильно ли глубину? Хотя нет, нормально. Так, здесь X... Давайте 10. На попу надо больше оставлять. Вниз 20. X.
Так. Отлично. Так, мне нужно сделать internal line. Ух ты. Мне нужно сделать 3 сантиметра. Окей. И пришиваем это сюда, а это сюда. Это сшиваем здесь. Делаем Ctrl-D. Это свободным сшиванием здесь. А это здесь. Так, я вот не сделала, знаете что? Подъем на попу. А он нужен был. Давайте я подниму это сантиметра на 3. Хотя это много на 2. И вот это тоже. Такой примитивный подъем. Ну, ладно. Так, Shift-F. Угу. Давайте пониже разместим и offset. Offset пошире сделаем. Теперь вручную подымем. Так, ну чё, пробуем? Ох ты ж. Так, чтобы у нас тут ткань была там, где надо. Set Sublayer. Угу. Так, здесь мы делаем Turned. И у нас нету никаких сборочек. А почему? А потому что... Давайте сделаем Subdivision. Где-то на 60. Опа. Так, вот это все надо все-таки на 5 поставить. Во-вторых, нам сюда нужно дефолтную ткань. Я потом еще ее посмотрю. Дайте я это разморожу. И посмотрим, что происходит. Так, складок не очень много, потому что, видимо, не хватает ткани. Хорошо. Давайте это все растащим где-то на 20 сантиметров. Сейчас будет жопа. Давайте офсет покрутим до максимума. Зря я не заморозила. Ладно, уже что-то. Давайте я сделаю еще вот так. Может, оно быстрее разберет. Разобрала. Хотя нам так не надо делать. Так, и пам-пам-пам-пам-пам. Мне нравится, сколько у нас здесь ткани. Отлично. Складки получились. Так, теперь мне в общем, я хочу немного опустить вот эту на где-то на 2 сантиметра. Сделать поглубже. Угу. Так. Subdivision. Давайте я не буду делать. Я сделаю на 40. Потому что нам, по сути, там больше ничего и не надо.
Угу. Так, теперь пришиваем вот это сюда. Угу. Так, теперь у нас довольно широкое вот здесь вот место. Кстати, куда уехала? Нам бы его сузить Q где-то до 60. Так. И нам тоже тут нужно поставить Subdivision. Ну, 30, пусть будет 30. Так, нам бы ткань еще подобрать. Пам-пам-пам-пам. Так, вот что. Нам нужно укоротить вот это сантиметров на 5. И сделать его где-то 26. Мало. Пусть будет 28. Ну, практически, да. Окей. Давайте это отморожу. Так. Надо здесь сделать меньше. Так, Q. Давайте сделаем 50. Еще мне почему-то кажется, что у этого аватара могли бы быть меньше икроножные мышцы, чтобы ширина была не такая. Ну-ка, попробуем. Так, size. Где у нас тут ноги? Вот. Так, у нас 32, пусть будет 30. Да. Все. Тут у нас окей. Можем закрывать. Смотрим. Угу. Так, какие у нас может быть дела с ткани? Давайте я гляну ткань. Какой-нибудь шелк. Угу. И что у нас за шелк такой? Допустим. Так, что у меня в аватаре? Measurements нам не нужно. Меня не устраивает ширина этих шароваров. Она какая-то слишком большая. Давайте я в целом на 5 сантиметров уменьшу это. И посмотрим. Возможно, дело в том, что нужно еще опустить эти манжеты. Допустим, 5. Так, Q 26. А здесь на 2. Так.
Давайте я пока заморожу. Вот это надо вытащить тоже сантиметра на 3, а может на 4. И попробуем еще раз. Вот это вот плохая история, потому что нам мешают туфли. Ладно, как бы я не хотела, пусть оно будет все без туфлей. Так, в принципе, вот сейчас меня форма штанов этих практически устраивает. Но мне не хватает здесь еще немного. Где-то сантиметра 3. Так, давайте я это заморожу. Поднимем. Ну, покажись. Так, давайте это усилю. Пусть оно расползется как следует. И мы посмотрим, что здесь происходит. Так. Еще момент. Я вот думаю, может быть, мне не нужна эта сборка здесь, потому что у меня все равно должен быть тут какой-то ремешок, типа. Поэтому я, наверное, перешью вот это место. И я пришью таки это к низу пояса. И пусть у меня сборка будет вот отсюда. Потому что мне, в принципе, вот эта вот вся борода на поясе не нужна. Так, теперь у меня длинные штаны. Надо снова их поднять сантиметров на 5. И, возможно, они такие широкие. Так, усилили, отпустили, дали просимулироваться. Теперь мне не очень нравится вот это вот все. Я, наверное, бы, знаете, что сделала? X. Разделила бы это пополам. Разделила бы это пополам. Кстати, давайте вот так. Delete. Ну, это так. Так. Давайте я сдвину на сантиметр. Так. Это мы можем удалить. Это мы можем сделать Cut and Sew. И можем сделать следующее. Сдвигаем на 10. Это сдвигаем на 10. И попробуем... давайте просто попробуем сшить. Посмотрим, как оно расположилось. Угу. Так, внизу мне нравится, но мне не хватает вот здесь. Сделаем так. 25. 25. Выделяем точки, равняем. Равняем. Дальше
делаем, кстати, это можно было бы опустить и еще поглубже. Угу. Теперь делаем следующее. Smooth Curve. И по синей до конца. Это у нас 68. Угу. И здесь то же самое. Smooth Curve. А здесь у нас уже по желтой 68. Так. Угу. Так. Такая мне форма нравится гораздо больше. Я бы, наверное, повторила что-нибудь здесь подобное. Так, X. Давайте ориентироваться просто на глубину вот этой линии. Это будет 40. Так. Здесь X. В обратную сторону 40. И делаем Smooth Curve. Мы уже знаем, что по желтой линии должно быть 40. И здесь тоже. Ой. А здесь уже по синей. Потому что у нас в эту сторону идет синяя линия. Окей. Ну что, мне нравится. Единственное, что я бы вот здесь вот прям швы, вот здесь и вот здесь усилила. Ой, до 20. Так. Все. Так мы сделали форму, которая нам нужна. Возможно, можно еще поднять на пару сантиметров. Это все счастье. Ага. Возможно, это много. Давайте на 2. Ой, на 1. Да. Так, отмораживаем. Прекрасно. Вот, мне это нравится. Единственное, что может быть, я бы еще заузила. Допустим, это до 22. А это до 20. Угу. Да, тогда у нас такая форма банана получается. Так, а что у нас с сабдивайдом? Сабдивайда у нас здесь нет, а он должен быть. Потому что здесь хочется больше складок. И, наверное, поглубже. А еще я бы сейчас вот это ослабила. Где у нас? Пусть будет 100. Пусть оно сейчас расположится как следует. И, кстати, вот здесь есть проблемка. Нам нужно сделать здесь такую небольшую дугу. Так.
Угу. И здесь внизу, в принципе, тоже. Вопрос, насколько сильную. Так, теперь мы можем, в принципе, ужать это. Так. Это сильная дуга. Давайте сделаем поменьше. Так, надо убрать нам цвет с этого материала, потому что он нам сейчас мешает. Отлично. Так, это у нас хорошо. В принципе, мне шаровары с маечкой нравятся. Давайте я все это отморожу, но мы на все это посмотрим. Мне нравится, как здесь складки себя ведут. Давайте еще в аккуратной симуляции посмотрим. Вы только посмотрите на это, вообще класс. Давайте глянем на плотность сетки. Итак, плотность сетки у нас... Ага, вот что нам тут. Угу. Так, Subdivision Extended. Extended у нас вот на криволинейных поверхностях дотягивает вот эту вот всю историю до... тут же еще квадровая сетка. Так, тут мы все посмотрели, да? Все, меня тут все устраивает. Поведение ткани меня устраивает. Прекрасно. Супер. На сегодня, наверное, в этом видео я остановлюсь. И продолжим нашу работу в следующем видео. Ребят, у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете задать мне вопросы, если хотите пообщаться, что-то, написать свои пожелания, что бы вы хотели видеть на моем канале. Принимается все, кроме предложения перевести Style 3D на русский язык, потому что я не сторонник того, чтобы изучать программы на русском языке. Когда я изучаю что-то новое, какую-то новую программу и лезу в интернет, то просто миллион информации на английском интерфейсе, но практически нет информации на русском языке. И мне это тяжело изучать, и мне это тяжело будет вам рассказывать. Поэтому я рекомендую, как и большинство блогеров, учить программы в английском интерфейсе. Это универсальный язык для IT-сферы, поэтому извините. Вот здесь, тут я принципиально в этом вопросе. Все остальные предложения, пожалуйста, пишите. Буду рада со всеми пообщаться. Буду рада всем ответить. И буду рада что-то сделать по вашим предложениям. Так, с этим, пожалуй, все. Все, всех рада была видеть. Всем спасибо за внимание. Всем пока.